Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Интересно, есть ли люди, которые сейчас смотрят это видео, которым не интересна камера в смартфоне, которые ее отодвигают на самый последний план. Друзья, если вы такой человек, напишите, пожалуйста, в комментариях, каким смартфоном в итоге вы пользуетесь и какой вы купили в последний раз. Потому что понятное дело, что когда выходит Xiaomi 12 Pro, мы уже давно знаем, что Xiaomi умеет делать классные камеры. Мало того, смартфон сам быстрый, шустрый и так далее. Понятное дело, что на старте он дорогой, тем более это китайская версия, а глобальная будет в марте, но потом станет он подешевле, это понятно. И вот когда мы смотрим на цену 12 Pro, мы думаем, а может быть купить обычную 12, ведь 12 от 12 Pro, по идее, не должны сильно отличаться. Они оба флагмана, просто 12 поменьше, да? Может быть и в руке будет лежать, и сэкономить можно денег, а получить один и тот же результат по фото- и видеосъемке. Именно для этого я сегодня и записываю этот ролик, чтобы мы с вами могли посмотреть, в чем же разница между 12 и 12 Pro и стоит ли экономить. Как всегда, фото и видео, 4К, портретики, в светлых условиях, ночной режим. Все, как всегда, максимально честно. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Кстати, друзья, ко мне же прилетел Galaxy S22 Plus, самый новый, самый свежий Samsung. Может быть, его сравнить с Xiaomi 12 Pro. Если нужно такое сравнение, давайте сделаем его. Напишите об этом в комментариях. Пару слов давайте про технические характеристики, потому что отличается, по большому счету, 12 Pro от 12 тем, что у прошки есть еще телевичок. Двукратное увеличение для портретиков и для зума. Технически также отличаются и основной модуль, и широкоугольный. Основной модуль на 12 Pro — это новинка Sony IMX707, и его больше нет нигде, кроме как 12 Pro. В 12 обычно стоит достаточно обычный модуль, это IMX766. Он есть и в Realme GT2 Pro, и в GT2 обычный, Vivo X70 Pro, Oppo Find 7 Pro, и даже его поставили в новый среднебюджетный Realme 9 Pro Plus. То есть это модуль популярный, но, наверное, более дешевый, да, раз его ставят в среднебюджетный сегмент. Кстати, если вы хотите приобрести 12 Pro, я напомню, что это китайская версия, обращайтесь к моим друзьям от компании Cyprus. У них также есть и OnePlus 10 Pro, есть и Pixel 6 Pro и другие смартфоны. Переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. Если именно по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок. Ну а если вы хотите по хорошей цене взять 12 и не в России, а где-нибудь там с Алиэкспресса, я вам рекомендую телеграм-канал моего товарища Сани Пользы Нет, где он как раз находит очень интересные и вкусные предложения именно с Алиэкспресс. Ссылочка будет внизу. Ну что, я думаю, хватит болтовни, давайте посмотрим на фото и видео сравнение. Начнем традиционно с видео. Значит, что я вижу? Я вижу, что на 12 более светлая картинка и местами прямо засвет. Можно посмотреть на купол Исаакиевского собора, можно посмотреть на здание, есть больше засветов. И при этом еще и картинка более желтая. Посмотрите на BMW, который стоит припаркованный у гостиницы Астория. Он более желтый, чем на 12 Pro. Вообще здание, в принципе, более желтое. То есть мы обращаем внимание на баланс белым. Также мы с вами смотрим на детализацию. И вот сейчас очень хорошо видно кроны деревьев. Видите, темная картинка на 12 и кроны в целом в такой кашице. А на 12 Pro, посмотрите, грубо говоря, видна практически каждая веточка. То есть мы сейчас видим, что разница в пользу 12 Pro. Я бы сказал, что по стабилизации все получается примерно одинаково. Вот сейчас мы смотрим на памятник Николаю Первому и на здание правительства в Петербурге. Примерно одинаково, и засветы тоже примерно одинаковые. Это, кстати, Full HD 30 кадров в секунду, 4К мы еще с вами посмотрим. В целом я могу сказать, что мне нравится стабилизация китайских смартфонов. И вот еще раз мы смотрим на Исаакиевский собор и вот эти засветы. И здесь видно, что 12 Pro интереснее. В этом сценарии уж точно. А вот сейчас мы смотрим 4К 60 кадров в секунду. Это помещение, мы с вами очень часто снимаем в помещении. Естественно, в помещении часто не хватает света. Смотрим на засветы из окна. Видите, что у 12 Pro здание более видное за окном, поэтому динамический диапазон шире, это лучше. Здесь мы можем посмотреть на эту черную стену с волокнами. Я бы сказал, что здесь по детализации получается примерно одинаково. А вот эта комната, в которой я тестирую гаджеты постоянно. Это, кстати, офис Радио Рекорд, надпись Dance Will Up. Посмотрите, какая она нехорошая надпись-то на прошке. Во-первых, она желтая, а во-вторых, она засвеченная. То есть в этом сценарии я бы сказал, что не справились вообще оба. Оба делают не очень хорошую картинку, особенно когда мы смотрим издалека. Обращаем внимание на шумы, которые видны в темных участках, и как будто бы даже на 12 Pro этих шумов временами побольше. Когда мы идем по коридору, очень хорошо заметна работа стабилизации, да, потому что мы видим большое количество объектов, на которые опирается наш взгляд, и мы понимаем, что в целом стабилизация примерно одинакова. С учетом того, что 4К 60 кадров в секунду, я бы сказал, что результаты вполне себе хорошие. А вот это уже широкоугольная камера, она тоже разная на обоих смартфонах. И что самое интересное, ширик на 12 Pro очень темный. Посмотрите на эту стену. Двенашка. Видно, на 12 Pro не видно вообще ничего.
То есть, когда вы будете в темноте снимать на Ширик, на 12 Pro, все будет очень-очень темным. Да, светлые объекты в основном получаются хорошо. Кстати, смотрите на стабилизацию, и я бы сказал, что здесь двенашка не очень хорошо справляется. Видите, как надпись Dance We Love прыгает в самом конце. Но Ширик, в принципе, конечно же, вообще использовать в сложных условиях я бы не рекомендовал. Вот у нас потерялся фокус на двенашке, я перевожу на стену, пытаюсь фокусироваться заново. Ну вот как получается. Короче, Ширик точно не очень хороший ни там, ни там. Хотя в итоге широкоугольная камера по факту-то лучше, чем Ширик на OnePlus 10 Pro. Я делал сравнение. На Шире, кстати, снимаем тоже 4К 60 кадров в секунду. Ну что можно сказать? По-моему, очевидно, да, 12 Pro имеет больше возможностей, больше функционала, делает лучше картинку, более детализированную, более правильную по балансу белого. Есть еще и телевичок, на который также можно снимать, а вот Ширик хуже, чем в 12. Напишите, пожалуйста, для вас имеет ли значение Ширик и как вам вообще видеосъемка на 12 и 12 Pro, а я предлагаю перейти к фотовозможностям. Ну что, друзья, пришло время узнать, что же у нас по фотовозможностям. Это то, что интересует максимальное количество людей. И насколько мы можем сэкономить денег и не брать Pro-версию, а брать обычную и рассчитывать на то, что она будет фотографировать примерно так же, как и прошка. Предлагаю посмотреть на фотографии. Я сделал большое количество снимков. Конечно же, в основном они в вечернее и ночное время, потому что именно это время суток показывает нам, на что способны камеры. Я поделал, конечно же, и портретиков. Ну, в общем, будет интересно. Мы начнем с Санкт-Петербурга, с самого центра. Здесь видно, что 12 Pro делает более темную фотографию, 12 чуть более светлую. На 12 есть небольшой ореол вокруг Николая I. И мы увеличиваем и видим, что 12 Pro делает фотографию более детализированной. Кстати, это фотка на телевичок. И это интересно, ведь телевичок обычно хуже улавливает свет. А здесь телевичок сделал фотографию лучше, чем кроп с основной камеры. И по цветам, кстати, мне больше нравится. Здесь уж слишком желтовато. Но больше мне, конечно, нравятся детали. Видите, какая разница. Основная камера опять 12 Pro более темная, чем 12. По цветам у нас тоже есть небольшая разница. Более желтая фотография на обычном, на прошке менее желтая фотография. Также обращаем внимание на засветы. Вот здесь, да, на 12 есть засвет, на 12 Pro нету. HDR работает лучше. Ну и на фонаре опять же смотрим. И вот у нас разница, да, в сторону 12 Pro. Смотрите, как у нас выглядит фонарь на 12 Pro, на 12 он такой размазанный получается. Разница прямо очевидна. Здесь вот, честно говоря, смотря издалека, не очень понятно, почему 12 Pro делает такую фотографию темной. Потому что, ну вот, красивее, все-таки правильнее сделал фотографию 12. То есть и по цветам, по общей композиции. Единственное, в чем выигрывает 12 Pro, это детализация. Вы видите опять вот здесь внизу плитка, вот эти колонны. Меньше артефактов на 12 Pro, чем на обычной 12. Еще одна фотография достаточно сложная. Здесь много ярких светлых объектов. И надпись компании, и фонарики всякие. Но смотрим на засветы. Здесь примерно одинаково справились смартфоны, я бы сказал. Ну а по деталям опять 12 Pro лучше, чем 12. Не глобально, безусловно, не глобально, но есть разница. Это видно и на светлых частях, вот здесь на колонне. Есть разница. Вот так, если издалека смотришь, нету, увеличиваешь и есть. И еще, кстати, на 12 Pro, посмотрите, шумов больше на небе. Ну, я бы сказал, это не так страшно. А теперь давайте посмотрим, как работает широкоугольная камера. Во-первых, на Pro-версии более широкий угол. Видите, даже тут помещается улица, а на обычной 12 не помещается. Но при этом картинка какая-то зеленая на прошке. 12 получше. Но что меня смущает? Смущает отсутствие деталей. Вот это да, прошка, посмотрите, все съела, здесь вообще ничего не осталось. На 12 все неплохо. Основная камера, ночной режим. Пока не очень понятно, увеличиваем, смотрим, в чем разница. Ну, я разницы особо не замечаю. Мне кажется, примерно одинаково сделаны фотографии. Может быть, немножко лучше фотография на прошке, нежели на обычной. Делаем фотографию с двукратным увеличением, и здесь мы замечаем, что прошка опять делает фотографию лучше, чем обычная 12. И еще раз напомню, что это телевичок на прошке. Да, деталей точно лучше и меньше артефактов. Еще одна фотография с двукратным увеличением. Конечно, мне не очень нравятся, слишком все-таки темные получаются фотки на прошке. То есть они именно слишком контрастные. Посмотрите, какая более такая мягкая картинка получается на 12 и более правильный цвет. То есть да, у нас по деталям опять же 12 Pro лучше, это видно. Но если вот смотреть на картинку вот так, то мне больше нравятся цвета на 12.
И вот опять мы видим разницу, опять более темная фотография на 12 Pro. И по цветам опять же есть разница. И мне в этом случае больше нравится 12 обычная по цвету. По деталям, ну, примерно одинаково. Может быть, 12 Pro чуть получше по деталям. Ну, минимально. Но вот если отсюда смотреть, мне нравится больше обычная, чем прошка. Ширики давайте опять посмотрим. И здесь опять обычная 12 поинтереснее по деталям. Я не могу сказать, может это обработка или еще что-то. Но видите, здесь вот деревья и кроны деревьев более выделены, нежели на 12 Pro. Или вот здесь у нас куча мала из веток, а на 12 обычной есть какая-то информация. Да, вы видите разницу в деревьях. Гостиница Астория опять вот более такая неправильная картинка по цветам и слишком много контраста. 12 получше. Я думаю, что на 12 Pro наверняка прилетит какой-то апдейт и немножко поправит эту ситуацию. Не так выглядит все-таки архитектура в реальности. И, кстати, здесь деталей побольше получилось на 12 обычной, нежели на прошке. Вот еще одна фотография, опять же, более теплая на 12, нежели на 12 Pro. Здесь, я бы сказал, по деталям примерно одинаково. Может быть, только вот есть засветы на 12 вот тут. Они больше, чем на 12 Pro. Назовем это ошибкой обработки. А вот интересная фотография. Не знаю, почему 12 вообще не справилась с этой надписью. Смотрите, как классно оранж получился на 12 Pro. И 12 просто все засветило. HDR не сработал. Но и вот здесь, видите, паречников у нас такой красивый, а на 12 вообще нету его, отсутствует. Еще одна фотография, где мы можем проверить работу HDR. Да, но тут у нас получилось немножко по-разному с фокусом, потому что 12 сфокусировалась на руле, а прошка сфокусировалась, видимо, на приборке. Ну, поэтому эту картинку сложно именно как-то сравнивать. Ну, поэтому мы ее сравнивать, собственно, и не будем тогда. А вот здесь прямо интересно. Посмотрите, как 12 Pro неправильно обработала картинку, и 12 получилась лучше. Вот эта надпись. И вот здесь, посмотрите, ширик на 12 Pro опять ничего не может сделать по сравнению с 12. Короче, получается, что ширик на 12 лучше, чем на 12 Pro. А на 12 Pro ширик был лучше, чем на OnePlus. Короче, OnePlus совсем, получается, дно. 10 Pro. Ну, в целом, вы все видели сами. В основном у нас детализация лучше на 12 Pro. Правда, 12 дает более... Ну, по цветам мне больше нравится картинка, и более светлые они получаются. 12 Pro не очень правильно, как мне кажется, отображает то, что мы фотографируем. Но давайте посмотрим на фотографии людей. Смотрите, важная штука. 12 Pro не умеет на основную камеру делать портретный режим, чтобы было размытие заднего фона. Портретный режим делается только с двукратным увеличением. Почему так сделано в Xiaomi, не знаю, потому что все остальные iPhone, Samsung и Realme умеют делать фотографию в портретном режиме на основную камеру с размытием. Ну и смотрим на детализацию. Есть засветы на 12. Ну и по деталям примерно одинаково, но 12 Pro все-таки чуть-чуть лучше. А вот так вот выглядит фотография уже в портретном режиме на 12 Pro. Эту фотку я как раз уже сделал на телевичок. Ну, то есть, по сути, просто портретный режим. Видите, немножко меняется картинка, потому что есть увеличение в 2 раза, поэтому задний фон у нас приближается и увеличивается. Соответственно, уже не влезают вот эти фонарики, которые помещаются на ширик. И телевичок на прошке не очень хорошо справился с этими условиями. Посмотрите, насколько велика разница в деталях. Еще одна фотография, основная камера и там, и там. Только на 12 у нас есть размытие, на прошке его нету. Но примерно одинаково получаются фотографии по цветам и, наверное, по деталям тоже. За светами здесь 12 нормально справляется. Цветы получились примерно одинаково. А вот если бы мы включили портретный режим, опять, видите, задняя часть кухни придвинулась, потому что у нас есть двойное увеличение здесь. За счет этого, кстати, у нас и лицо более правильной формы, меньше искажений, которые есть на фотографиях на широкий угол. Ну и детали, опять же, посмотрите, не хватает. Основная камера все-таки является более светочувствительной, поэтому ей проще сделать фотографию в темных условиях по сравнению с телевичком на 12 Pro. Ну и еще одна фотография Сашеньки Бах. Основная камера. Здесь все примерно одинаково. Смотрим на детали. Ну, примерно одинаково. Ну, чуть разные цвета получается, но в целом по деталям одинаково. Но только размытия нет на 12 Pro. Чтобы было размытие, мы делаем фотографию в портретном режиме. Опять же, видите, задний план приближается, двукратное увеличение. Отличная футболка у Александры.
Ну и опять же деталей чуть больше на двенашке, хотя здесь вот разница очень невелика. Ну, в фотографиях людей, как вы видели сами, у нас ситуация складывается таким образом, что мне не нравится, что на прошке нельзя делать фотографию в портретном режиме на основную камеру. То же самое на ультре, кстати. Размытие только с двукратным увеличением. Ну, смотрим фотографию в светлом помещении. Как я и говорил, здесь разница будет минимальная. Мы ее, скорее всего, даже практически не найдем. Смотрим на засветы, примерно одно и то же. Детализация примерно одно и то же. Разницы никакой я не вижу. Ну, такое, о которой можно было бы сказать. Еще одна фотография. Ну, что-то типа макро. Наверное, прошка чуть получше справилась, но разница очень невелика. Какого-то специального макрорежима нету ни в прошке, ни в обычном. И не происходит так, что ты подносишь, как Samsung или iPhone, и у тебя происходит переключение на макрорежим. Еще одна фотография студии Radio Record. Здесь я проверял, как у нас работает алгоритм HDR режима, насколько засвечивание происходит этого окна, и оба одинаково справляются. Единственное, что двенашка вот тут все засвечивает, да, а прошка лучше справляется здесь. По деталям, если смотреть на стену, то на стене детали больше на прошке, нежели на обычной. А вот эта фотография на широкоугольную камеру, и здесь ширик уже не справляется на двенашке Pro, но мы с вами выясняли, что он похуже. Это вот прямо видно здесь, видите, детали есть на обычном 12-м, 12 Pro деталей нету, все съедено. И работа HDR тоже на двенашке лучше, чем на 12 Pro. Ну и давайте посмотрим селфи. Фотка на фронтальную камеру, издалека примерно все одинаково, и сблизи тоже. Я, честно говоря, разницы никакой не вижу. Ни в обработке, ни в детализации. Ну, то есть, если разница есть, то она супер минимальна. Еще одна фотография, тоже примерно одинаковая. Здесь есть какая-то шевеленка на 12 Pro, что-то дернулось, и поэтому небольшой есть смаз. Но я так понимаю, что по деталям выходит примерно одно и то же. Да, но вот тут смазано все получилось. Ну, в целом, что можно сказать? Двенашка Pro поинтереснее делает фотографии. В ночном режиме засветов меньше. Правда, и фотографии получаются более темные по какой-то причине. И по цветам не очень красивые. Но зато ширик на двенашке обычно и лучше. Согласитесь, это немножко странно. Про портретики я вам рассказал. Если захотите размытие заднего фона на прошке, то тогда надо делать фотографию в портретном режиме на телевичке. Ну и мы получаем худшую детализацию. Ну, в целом, друзья, вот такая вот история. Очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу фото и видео возможностей Xiaomi 12 и 12 Pro. Если, кстати, нужно раздобыть 12X, самую недорогую модель из этой линейки, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если нужно сделать сравнение всех трех смартфонов, а может быть сюда добавить еще пикселя или еще что-то, тоже черканите об этом в комментариях. Я очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Если вы думали, какой из смартфонов выбрать, теперь вы понимаете, в чем разница. 12 Pro это интереснее. Стоит ли переплачивать? Здесь решать только вам. Большое спасибо за то, что посмотрели. Ни в коем случае не болейте. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди очень много полезных видосов. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливы, пока.